Что объединяет Геракла, Сталина и медвежью лапу? Ни за что не догадаетесь. Речь идет о борщевике. Иначе его называют травой Геракла, потому что в рост он достигает до 4 метров. В России борщевик появился после Великой Отечественной войны. Именно тогда Сталин обратил внимание, что в Северной Америке он является ценной кормовой культурой. И борщевик таким образом пришел в нашу страну. В Европе борщевик называют медвежьей лапой за крупные соцветия и большие листья. Давайте посмотрим, что это за растение и где оно произрастает. Борщевик – это травянистое растение с большими соцветиями и крупными листьями, как я сказала ранее. Именно поэтому в первую очередь его выращивали в качестве корма для крупного рогатого скота. Он легко и быстро распространяется, имеет большие объемы, а это обозначает то, что скот никогда не будет голоден. Но в определенные годы от борщевика отказались. И вы наверняка знаете почему. Растет борщевик в основном в умеренном климате, недалеко от водоемов и во влажной среде. В России насчитывается порядка 40 видов борщевиков, а на самом деле их приблизительно 100. Давайте разберемся, чем же опасен борщевик. Вернемся к вопросу, почему его перестали выращивать для скота. Дело в том, что молоко коров, которые питались борщевиком, стало горчить. Они стали часто болеть, вплоть до летального исхода. И выяснилось, что желудок коров, а точнее слизистая желудков, была вся в ожогах. При соприкосновении с этими растениями возникают аллергические реакции или аллергические дерматиты. Дело в том, что химические вещества, которые входят в состав растений, опасны как для животных, так и для человека. Однако не все виды борщевика опасны. И существует, например, такой вид, как сибирский борщевик. Его активно используют при приготовлении различных блюд, в том числе и борща. Поэтому такое и название. Не только борщевик, но и другие виды трав могут быть ядовитыми и вызывать на коже аллергическую реакцию в виде фитодерматита. То есть это такой дерматит, который возникает в результате воздействия химического вещества растения и затем воздействия ультрафиолета. Так, например, в соке борщевика содержится такое вещество, как фотокумарин, которое является фотосенсибилизатором, то есть увеличивает чувствительность кожи к ультрафиолету в несколько раз. После попадания на кожу сока борщевика и затем воздействия солнечного света в коже развивается острая воспалительная реакция, которая выражается в виде покраснения кожи, образования волдырей, пузырей, а затем гиперпигментация. При повреждении кожи на 80% может быть летальный исход. Я думаю, ни у кого не осталось никаких сомнений, насколько опасен сок борщевика, но также опасность представляет его пыльца и роса с его листьев. При попадании на одежду это все может проникать через ткани на коже и вызывать острые аллергические дерматиты. При попадании в глаза может возникать слепота, а при вдыхании возникать ожоги дыхательных путей. Признаками интоксикации борщевиком являются повышение температуры, головная боль, тошнота, рвота. На коже возникает эритема, то есть покраснение кожи, образуются волдыри и пузыри. Первая помощь при ожогах. Если на кожу попал сок или пыльца борщевика, необходимо промыть кожу, то есть смыть все остатки борщевика с поверхности кожи проточной водой, желательно при помощи хозяйственного мыла. Если борщевик попал на слизистый, необходимо промыть проточной водой слизистый. Если вы полощете рот, то нельзя проглатывать эту воду, необходимо ее выплюнуть. Закройте одеждой места пораженной кожи от ультрафиолета на 3-4 дня и носите солнцезащитные очки. После оказания первой помощи обязательно обратитесь к врачу. Если пострадал ребенок или человек-аллергик, это нужно сделать незамедлительно. Итак, какие же мы можем сделать выводы? Ожоги слизистых и кожи мы можем получить не только от сока борщевика, но и от других растений. Будьте очень внимательны к себе. Обращайте внимание на повышение температуры, появление головокружения, рвоты, тошноты, появление покраснения кожи, волдырей и пузырей. Если что-то такое вы заметили, обязательно обращайтесь к врачу, вызывайте скорую помощь.